Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать Xiaomi Civi 3, либо по-другому Xiaomi 14 Lite. Максимум, что они здесь поменяют, это, скорее всего, запихают какой-нибудь другой процессор, на что я очень сильно надеюсь, так же, как и вы. Почему? Потому что здесь Dimensity 8220 Ultra, он выбивает почти 900 тысяч баллов в Antutu, он нестабилен в тротлинг-тестах, но в то же время при стриминге в Твиче от него была лучшая картинка из всех смартфонов, которые я тестировал. А тестировал я некоторые смарты и по 80, и по 90, и по 100 тысяч. Передаем привет Asus ROG Phone 7 Pro. Если говорить об этом смарте, у него отличная съемка, у него экран чуть больше, чем 400 ppi по плотности, у него яркость, которую он не сбрасывает ни на солнце, ни в играх. Из плюсов здесь довольно классная фронталка с одной стороны, но вы помните вот про эту дырочку, которая не Face ID, в отличие от яблока, и она меня, если честно, не радует. Думаю, как и вас. С другой стороны, вам не нужно будет далеко держать этот смартфон от себя для того, чтобы снимать себя любимого. Улучшалки камеры по фронталке на данный момент даже в телеге работают. По габаритам он довольно маленький, у меня небольшая ладонь. По удобству все волшебно. Из разряда баллов и всего остального вы увидите, насколько хорошо он проходит тесты. Инфракрасный порт, 120 Гц, честная оболочка, которая летает у Xiaomi. Минимум 12 гектар оперативы есть и 16, 2 симки, запись разговора в стоке, потому что это китайская версия. В глобалке, разумеется, этого дела не будет. Мне этот смартфон понравился, он особой категории, потому что это и не суперкомпакт, но и не лопата. И снимает он реально лучше, чем очень многие смартфоны, которые как раз под это дело а-ля созданы. К слову, он снимает лучше, чем Zenfone 10, который в 2 раза дороже. Вот такие вот дела. Смотрим, комментируем. Я понимаю, что это диковинка, но послезавтра она будет у нас в магазинах чуть-чуть под другим названием, а послезавтра это будет через месяца 4. Поэтому оценим это сейчас, обрадуемся вот этим зарубкам, которым все радуются. Я не знаю зачем. Дизайн мне этого смартфона нравится, габариты нравятся, и он достоин вашего внимания однозначно. Смотрим. Распаковка. Поставляется Xiaomi Civi 3 в минималистичной коробке из плотного картона. На упаковке есть название модели и краткая характеристика. Пакинг стандартный. В комплекте мы имеем ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Разумеется, карты памяти туда не запихать. Краткое руководство. Сам смартфон, кабель с USB-A на Type-C, блок питания на 67 Вт. Обыкновенный силиконовый чехол в комплекте есть, как и заводская защитная пленка на экране. Весит смартфон без чехла 173 грамма, а габариты составляют 158 на 71 на 8 миллиметров без блока камер. И если не называть его компактом, то можно назвать, что это очень маленький телефон относительно стандартных лопат, которые сейчас выпускаются. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого разыгрывается еще смартфон Honor Magic 5 Ultimate, условия в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного всегда. Перейдем же к смартфону. Полетели. Приобрести данный смарт можно в серой, золотой, зеленой и фиолетовой расцветке. Также есть лимитированная версия Disney с красной тыльной частью, на которой есть изображение Микки Мауса к столетию компании Disney. Я бы, конечно, не советовал переплачивать за эту лимитированную версию, так как она реализована, мягко скажем, плохо. Стоимость там, конечно, космос. Выглядит смартфон интересно, блок камер имеет похожее кольцо с насечками, как и у оповских смартов. Качество материалов хорошее, рамка выполнена из пластика, а тыльная часть из стекла. Официально заявленного стандарта водонепроницаемости нет. Лежит смартфон в руке удобно, пользоваться одной рукой можно, но если она у вас маленькая, одной рукой будет не всегда удобно им пользоваться. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0. MHL подключения данная модель не поддерживает. Напоминаю, если этого нет, то я не могу, и вы тоже, через карту захвата стримить через этот смарт. Поэтому, к сожалению, я проверяю их в Твиче в линию большинство, чтобы тест был одинаковый. Далее есть микрофоны, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и сертификацией HRS. Звучание неплохое, но далеко от идеала. Bluetooth кодеков на борту более чем достаточно, на экране вы можете наблюдать список поддерживаемых кодеков. Вибромотор тактильно приятный, ко всему настраиваемый, но топовым не назову его. Мини-джека нет, а вот ТК-порт стандартно для Xiaomi в наличии. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED дисплеем на 6,55 дюйма с разрешением 2400
1400 на 1080 пикселей, Full HD+. Дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии, экран водопад, к сожалению, подбородок минимальный, а рамки симметричные, не громадные. Сразу отмечу, что можно устанавливать псевдодинамический остров, и вырез верхней части экрана будет выглядеть не так уж плохо. Но в стоке такого функционала нет. Цветовое пространство 100% DCI-P3, есть поддержка Dolby Vision и HDR10+, плотность пикселей 402 ppi, пиковая яркость 1500 нит. Вот яркость ближе к флагманам, а вот плотность пикселей среднячковая. В солнечный день при прямом попадании света на экран яркости достаточно, даже небольшой запас есть. Плюс он не сбрасывает яркость в играх, притом в любых, и в линию на Твиче он у меня выдавал просто отличную картинку в 1080p 30 fps. Сразу скажу, это редкость. Функция автояркость работает хорошо без нареканий. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, также есть 60 Гц и автоматический режим. Тач на 240 Гц, тест на частоту дискретизации касания выдал средний результат. Мультитач, конечно же, есть, экран на 10 пальцев откликается, но не сразу. Частота регулировки шима 1920 Гц, показатели шима неплохие, выше 20% шим не поднимался. Полноценный Always On дисплей в наличии, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, работает хорошо, распознавание лица стандартными способами. Завести несколько отпечатков одного и того же пальца можно, конкретно 5. Распознавание лица срабатывает хорошо, под углом тоже, и стандартно можно завести до 2 лиц, но можно завести одно и то же лицо 2 раза. Процессор установлен здесь MediaTek Dimensity 8200 Ultra с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,1 ГГц, графический процессор ARM Mali G610MC6, операционная система MIUI 14 на базе Android 13 версии. Разумеется, когда вы будете смотреть обзор, вполне возможно, уже будет Android 14, 15 версии, может даже 16. Операционка работает хорошо, но изредка встречаются микрофризы, совсем чуть-чуть. Напоминаю, что русского языка в китайской версии смарта нет, можно все это дело перевести, можно будет потом накатить, наверное, глобалку, но это может быть потом. А насчет переводов я к этому делу отношусь негативно и скептически. Почему? Потому что вы можете переводчикам себе очень легко обеспечить брешь в системе, и вашу информацию будет намного проще украсть с телефона. Оперативная память LPDDR5 доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 на 256, 512 гигабайт и терабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi, поддержка 5G сетей. Для многих она не особо актуальна. Для 4G 7 и 20 бенд отсутствуют в китайской версии, в глобалке, конечно, будут. Датчик приближения за время использования не подводил, что радует. Запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи. Bluetooth версии 5.3 NFC поддерживается, MirPay устанавливается и оплачивать покупки NFC модулем можно. GPS-тест показывает точность стандартную для Dimensity 1 метр в городских условиях. Емкость аккумулятора 4500 мАч. В PC-марке смартфон выдает 7 часов 9 минут, а в Work Performance 13 тысяч баллов. И это хорошо. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, беспроводной зарядки нет. Заряжается от 0 до сотки в среднем за 47 минут. В играх при одновременном стриминге на Твиче уходит в среднем 24-26%. На лайв-канале есть запись этого дела, это раз. А два, отмечаю такой факт, что данный смартфон очень хорошо выдает картинку. Что это значит? Что у него нет проседания по FPS при выдаче. Это тоже немаловажный факт, потому что очень многие смартфоны, которые я тестировал, притом даже супер-мега мощные, они не могут этого делать. В Твиче стабильно кропается картинка. Здесь было все хорошо. Плюс он яркость не сбрасывал, и температура у него не увеличивалась. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит смартфон, притом очень плохо. 216 гипсов минимум, максимум 383, в среднем 301 гипс на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 в синглкоре 977, мультикоре 3182, 3D Mark показал Wildlife 1497, Wildlife Extreme стресс-тест 1481, Wildlife 5313, Wildlife стресс-тест 5646, Slingshot и Slingshot Extreme на максимуме. Вантуту выдал результат 837 тысяч попугаев, потратив аж 10% заряда. Storage-тест показал 75 тысяч, 45-минутный стресс-тест, смартфон прошел плохо. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор Sony IMX800 на 50 мегапикселей с оптостабом ультраширик, Sony IMX355 на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макро на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS. С фронтальной части расположили 2 сверхширика на 32 мегапикселя каждый, угол обзора в 78 градусов и 100 градусов. Я это дело не поддерживаю, это копия яблока, но и ладно, хотя здесь нет Face ID. Максимальное разрешение для съемки видео 4К 30 FPS. В стоке есть большое количество различных режимов, которые нужно активировать, разбираться в них, и в принципе есть чем похимичить. На лайв-канале можете посмотреть 10-минутный ролик, снятый на основную камеру
камеру данного смартфона. Одним кадром я рассказывал о нем. Для повседневного использования обычному пользователю данных камер хватит с головой. Короткие примеры вы сейчас увидите. Плюс сравнение с Realme. И я думаю, оно более чем адекватно. Почему? Потому что они в каком-то смысле конкуренты по съемке. 1080p 60 FPS и довольно актуальное сравнение. Почему? Потому что у обоих смартфонов максимальное разрешение для съемки видео 4К 30 FPS. Везде обещают 4К 60 FPS, но на данный момент этого дела нет. Проверяем зум. Realme 10 Pro Plus и Xiaomi CV3. CV3 максимум X10, Xiaomi, точнее CV3 максимум X6, Xiaomi X10, но и то, и другое по мне, вот сейчас оба в X6, может на Xiaomi даже похуже. Да не может, а по мне конкретно прям похуже, может быть вы на это смотрите по-другому. Если говорить о возможностях по стабилизации, я с ними еще похожу. В целом Civi, разумеется, менее габаритный, значительно менее габаритный. А по стабу плюс-минус одинаково оба неплохо работают, по мне. И фронталка у Civi это 1080p 60 FPS, точнее у Xiaomi. У Realme, к сожалению, это только 1080p 30 FPS. У Xiaomi еще обещали 4К, не думаю, что его добавят. Но вот так вы сможете себя снимать. Здесь, конечно, на голову выше Xiaomi, при том, что у него можно еще разный угол делать, смотрите. Получается, Realme можно 0.8.1 в режиме реального времени, у Xiaomi нет. 4К 30 FPS, недостаточно освещения. Вот так вы сможете себя снимать на Realme 10 Pro Plus и на Xiaomi CV3. Насколько хорошо или плохо, решать вам. Но в целом вот так это все дело будет работать со светом. 4К 30 FPS на Xiaomi и 1080p 30 FPS на Realme. Вот так вы снимать сможете себя в лифте. И на Realme можно переключать. На Xiaomi тоже, но не в режиме реального времени. 4К 30 FPS, вход поменяли, это хорошо. Зато картину можем рассмотреть, да? Буквально в течение 10 секунд. Здесь сразу видно, что Realme вытягивает позади интересней, а картину лучше снимает Xiaomi. 4К 30 FPS, съемка с двух рук, видео. И вот так при недостаточном освещении, но днем вы сможете снимать на эти два смарта. Да. Вот поэтому представители выходцев из Индии, там где их видят, не особо любят. Они могут плевать где хотят, вне зависимости от страны. Но не все. Как говорится, в стране не без странных людей. Оба ультраширика снимают только в 1080p 30 FPS. И вот так вы сможете снимать на эти два смартфона. Разумеется, лучше любую GoPro купить. К слову, недавно GoPro 9 купил за 22 на Али. Расскажу, если придет. Вроде выслали. Буду очень рад, если дойдет. По поводу угла, ну вот сейчас я посмотрю. Плюс-минус одинаково. У Xiaomi больше угол. 4К 30 FPS, если вам нужно будет снимать толпу, она будет выглядеть примерно вот так. И иксы. Вот они иксы. X6, X10. И X6 против X6. 1080p 30 FPS. И вот так вы сможете снимать из лодки, если будете тихо и плавно плыть. Если говорить о цветах, правильнее сейчас передает Realme. Во всяком случае, цвета облаков Realme передает правильные, Xiaomi передает правильный цвет лодки. По людям правильные цвета передает Xiaomi. А как она отрабатывает с водой, наверное, вам виднее. Ну, говорю, единственное, небо, ну, небо тоже у Realme чуть-чуть перекрашено. Вот сейчас правильные цвета у Xiaomi. То есть Realme он вытягивает красный цвет, здесь не такой уж сильно красный. Если эту деревяшку брать, то здесь у Xiaomi все ближе. Если говорить о деревяшках, сами видите и примерно прикидываете, как это дело должно выглядеть. В целом вот так в сравнении, в движении будут выглядеть ваши картинки. Напоминаю, что вы видите это все равно в 1080p, хотя я снимаю в 4К.
То же самое съемка на ультраширик, 1080p 30 fps. По мне у Realme на ультраширик все отвратно, у Xiaomi чуть лучше, чем отвратно, но не намного лучше. Плюс ему уже приходится, видите, со светом работать. Обратите внимание на лампу, которая бьет в сенсор. Смотреть на нее возможности вообще нет. Realme не справляются совсем. Xiaomi более-менее. Ночь, 2 смарта, 4К 30 fps. И сейчас вы великолепным образом можете наблюдать, как в движении, если стараться снимать плавно, вы можете снимать на эти два смартфона. И я бы сказал, что артефакты везде. Даже неизвестно, кто хуже справляется со светом. Что по мне, конечно, хуже справляется сейчас Xiaomi, с одной стороны. С другой стороны, он показывает больше деталей. Надо на больших экранах смотреть. Вам, скажем так, уже однозначно виднее, что лучше снимает в этих условиях. Еще немного ночной фронталки, притом здесь можно на Realme менять, и Realme подсвечено. Но может быть, если Realme отключить, то Xiaomi тоже подсвечивать будет. 4К 30 fps, мой любимый объект. И здесь у нас чудеса, конечно, показывает Realme. Вот так. Под определенным углом Xiaomi с избытками света не справляется. По поводу всего остального, конечно, можно поспорить. Детализация, цвета или еще что-то. Но по факту, еще раз повторяю, с избытками света Xiaomi не справилась. Так, теперь Xiaomi 1080p 60 fps фронталка, у Realme максимум 1080p 30. И да, я от них не отстану. Почему? Потому что сейчас X1 у обоих. Что мне все-таки хочется понимать, одно дело глобалка, ну Realme, пусть даже у меня к нему 1000 вопросов. А другое дело китайская версия того, что будет, скорее всего, называться Xiaomi 14 Lite. И оно должно быть прям супер волшебно за этот ценник. Не знаю, надо смотреть потом. Надо потом смотреть исходники, а не просто даже на YouTube. Ну что же, самое интересное, это как у нас смартфон справляется с... Справа у нас Xiaomi. Апертуру 1.8 выставил, ISO 73. Напоминаю, что основной модуль у нас здесь от Xiaomi 13. И по детальности Xiaomi Civi 3 выигрывает. По облакам и небу местами проигрывает. И так, кстати, в видео тоже. Но в целом, если говорить, допустим, об объектах, мы видим, что у нас здесь у Realme в окнах и у Xiaomi в окнах у нас... Только не пишите мне, пожалуйста, про равовские файлы и все остальное, потому что те, кто снимают в раве, им мобильная фотография не особо важна. Если говорить про то, что в здании, то, наверное, даже где-то ближе Realme и интереснее. Про цвета Realme конкретно перекручивает. Зелень натуральнее намного выглядит реально, скажем так, у Xiaomi. Так, наши любимые портреты на фронталку. Вот смотрите, здесь у нас Realme. Посмотрите, насколько больше деталей. Хотя, с другой стороны, плюс-минус одинаково, кстати, получилось по деталям. Посмотрите, морщины и там неплохо видны. Если по волосам, ну, может быть, немного лучше Xiaomi. Если говорить по цветам, здесь замыливание заднего фона больше было у Xiaomi, у Realme было меньше. И граница, вот здесь, видите, размыта. Xiaomi лучше вырезал. В целом и та, и другая фотография очень даже неплохая, но у Realme с цветами беда. Здесь почему-то у него на основном модуле контраст перекручен, а здесь более бледное все и блеклое, чем на самом деле. А Xiaomi даже передал, видите, тени на рубашке. Ну, здесь однозначно лидер, там даже если смотреть по сенсору Xiaomi-то. Здесь у нас закат и два смартфона, притом вы сразу угадаете, где здесь Xiaomi и где здесь Realme. Почему? Потому что у Realme с цветами получилось в этот раз более блекло с одной стороны, с другой стороны, видите, по размытию даже. Здесь у нас все хорошо, здесь у нас, ну, в принципе, тоже неплохо, но цвета реально передал Xiaomi. Если говорить о объектах в темноте, допустим, вдалеке, Xiaomi вытянул больше объектов. Фотография
у Realme немного блеклая, у Xiaomi она все-таки немного желтит, но мне кажется, она натуральнее. И вода лучше получилась, и границы различных объектов тоже лучше передаются. Вот этого коня я люблю, и вот этого коня я ценю. Почему? Потому что чаще всего ночью именно там я тестирую устройство. Вы можете посмотреть справа, у нас Xiaomi Civi 3 и апертура 1.8 ISO 501. Вот сейчас вы можете оценить, насколько хорошо вытянул один и другой смартфон детали. По видео я вам скажу, что Xiaomi проиграла по полной программе. Здесь у него был пересвет. И здесь, если посмотреть, допустим, да, с контрастностью беда, нет, здесь все-таки лучше Xiaomi. Темных участков больше вытянула Realme. И работа вот с этими источниками хуже была у Xiaomi. Xiaomi еще и зайчиков поймал. Хотя, с другой стороны, видите, он их уменьшил до реального размера. А Realme их увеличила. И финализировать я бы хотел в первую очередь чем? Вот фотография ночная от Xiaomi Civi 3. Апертура 1.8, ISO 3268. Все вытянуто неплохо, все номера читабельные. Хотя позади, вот там, где источник света, прямо ужасная беда и шумов больше, чем нужно. Любые фотографии, которые вы делаете на 90%, всегда зависят от того, где, с каким ракурсом и кто их делает. Примеры, еще раз повторяюсь, лучше скачивайте и смотрите на своих источниках, а не смотрите в роликах. Потому что только вы можете сделать вывод, сможете ли с этим сенсором вы сделать то, что вам надо, или нет. 4К 30 FPS, съемка с двух рук, всякие объекты, стандартный сад 1000 камней, дождик, к слову. 4К 30 FPS вот так мучают великих и ужасных крокодилов. С ними, кстати, можно сфотографироваться. 1080p 60 fps, крокодилы. И хорошо, что сейчас уже нету никакого космического действия. Почему? Потому что можем спокойно рассматривать, как их кормят, как за ними ухаживают и как их передвигают. Я бы туда побоялся заходить. Кормежка крокодилов. Обращайте внимание, как вот эти вот штуки сейчас будут выпрыгивать из воды. Пока еще нет, но очень скоро. И вот так происходит кормежка крокодилов. Кто-то сытый, кто-то нет. Плавно. 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 Нехорошо так драть здесь, правда? 1080p 60 fps, съемка с двух рук, Civi 3. Вот так сможете снимать животных. X2, X3, X5, X6 максимум. 1080p 60 fps и стандартно смотрим на жирафиков. Притом еда вся кончилась, их даже не покормить. Они об этом не знают. Просто нет бананов. 1080p 60 fps. Вот она, еда. Хотя технически в условиях дикой природы еда для них мы. И ультраширик тоже еда. Или я еда для них, повторяюсь. Очень много их. И с той стороны тоже. 1080p 60 fps, кони, пони, зебры, попугаи, водичка. Как раз здесь я сейчас и буду топить Asus Zenfone 10 в этой тине. 1080p 60 fps и кормежка рыбок. Смотрим, как это дело все взбурлится сразу. Да, представляете кого-нибудь, кто любит рыбалку сюда? А нет, если честно, наверное, все-таки
не будет особо интересно. Вот это самый альбинос, агрессивный всегда. И вот так, а их два, или может быть это девочки-мальчики, не знаю, белый все время самый активный, самый. Вот так. Сколько живности. И если вы увидите разницу 4К 30 FPS, на ультраширик, разумеется, не перейти. Ультраширик 1080p 30 FPS, та же картина, с попыткой покормить побольше. 4К 30 FPS, съемка с одной руки, дождь, смартфон боится дождя, сразу вам говорю. Съемка в движении так делать ни в коем случае нельзя. Две руки на руле, нельзя в подвыпившем состоянии, либо в любом другом, когда вы можете с нарушениями когнитивных функций быть. А в целом Smart снимает 4К 30 FPS неплохо, разговаривает через шлем, но забрало поднято. Как меня правильно поправляли, я даже не помню, как все-таки называется эта штука. И напоминаю, что это 4К 30 FPS. Сейчас будет 4К, точнее 1080p 60 FPS. Может быть, съемка будет лучше, но не факт. 1080p 60 FPS, съемка с одной руки, дождь, смартфон в чехле. Довольно удобный, хотя опять же после Zenfone габаритный он. Так же, как я, допустим, в ролике советовал рассмотреть Xiaomi 13. С другой стороны, пошел, взял этот Xiaomi 13, положил рядом с Zenfone, и это, конечно, огромная разница по габаритам. Если говорить о конкретно Xiaomi CV3, который будет, скорее всего, Light, 1080p 60 FPS, снимает он неплохо ночью. И в целом, кстати, можете посмотреть еще сравнение с Zenfone было по съемке. А так у меня еще, получается, будет сравнение в этом ролике, я думаю, вы его уже видели, с Realme 11 Pro Plus. Тоже более-менее актуально, потому что стоимость плюс-минус одна будет, скорее всего, в перспективе. А съемка максимальная, что у одного, что у другого, 4К 30 FPS, 60 нет. А фронтальный модуль и тот, и у того, и у другого печальный, прямо скажем. Да, уже все, уже залило камеру. Ну что, 1080p 60 FPS после утопления. Вот так вы сможете с двух рук, уже с двух, снимать на данный смартфон в довольно тривиальных условиях обстановки. Допустим, в гараже. Выходите из гаража на дождливую улицу. Освещение такое себе. Но в 1080p обычно работает везде стабилизация неплохо. Здесь-то тем более. Вообще, в принципе, для потребления контента, повторяюсь, на смартфоне или планшете, этого вполне должно быть достаточно. Вот так примерно сможете себя снимать. И фронталка в тех же условиях. Жаль, переключаться здесь нельзя на 0.6, на 0.8. Это максимально далеко. Вот сейчас 0.8 на то же расстояние руки. И 0.6. Можно прям вплотную снимать, и все равно будет картинка потребна. 4К 30 FPS, съемка с двух рук. Сейчас мы проплываем благополучно на лодочке мост. И в целом, если не двигать смартфоном, он тоже не очень хорошо справляется, кстати, с облаками. С облаками беда. Если акцентировать внимание на небе, то все хорошо. Если акцентировать внимание на том, что у нас перед лицом, то все плохо. С небом он не дружит. С другой стороны, вы же не небо снимаете, правда? Если говорить о фронталке, примерно так она будет отрабатывать. Довольно неплохой киноэффект, хотя никакого блера я не включал. Если развернуть фронталку, то вот так вы сможете снимать окружающие виды. Опять же, я часто использую основную камеру как фронталку, скорее всего, даже на этот смартфон. Я тоже сделаю 10-минутный ролик одним кадром, рассказывая о нем, что и как. И у вас будет возможность оценить, как одним кадром все это дело отрабатывает. Не фронталка, а именно основной сенсор. Притом у фронталки вот это максимальный угол. Есть три возможности: 0.6, 0.8 и X1. 1080p 60 FPS, съемка с одной руки и рынок, фонарики, закат, пока еще не темно. Темно тоже будет.
1080p 30 FPS. Такая же история. Рынок. Пока еще не ночь. Но почти. Ночь 4К 30 FPS. И вот так с неприятным неоновым светом может отрабатывать Xiaomi. Это, если что, розовый, это синий. Не знаю, как будет в постобработке, но сейчас цвета видны очень плохо. Притом в 1080p 60 FPS с цветами все намного лучше, чем в 4К 30 FPS. Вот такая вот история. 1080p 60 FPS вот так вот делают вкусно. Можете снимать. Звук должен быть, как будто бьют железкой об железку. Потом все это дело размазывают, также 1080p 60 FPS. И потом все сворачивается трубочками. 1080p 60 FPS, и сразу скину в телегу, посмотрим, что из этого будет. Это Xiaomi Civi 3. Ну, в целом, неплохо так снято. Это мороженое, если что. И автофокус ничего. Завтра обзор. Минусы: пластиковая рамка, старый разъем USB Type-C, нет мини-джека и нельзя расширить внутреннюю память, вставив microSD. Плюс я все-таки негативно отношусь к данному типу процессоров. Почему? Потому что не все под них оптимизировано. Да, мне повезло, что он хорошо снимал, но тротлинг-тесты говорят о том, что вполне возможно завтра при обновлении этот смартфон скажет вам: друг, я буду теперь тормозить, ты меня прости. Во всяком случае, по моему опыту, у Dimensity пару раз были удачные процессоры. Надеюсь, что этот тоже на длинной дистанции покажет себя хорошо. Напишите, если у вас на таком процессоре был смартфон или будет. Как он вам в использовании на длительное время. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. Сейчас идет сейл на Али. Всем, кто посмотрел этот ролик, поставил лайк, комментарий и оставил, вам огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. Ну и резюмировать мне бы хотелось, как всегда, на основную камеру смартфона. Здесь у нас основной сенсор. Вы видите, что он может в 4К 30 FPS на штативе с довольно неплохим освещением. Снимаю очки, оценивайте, насколько хорош автофокус. Если вы досмотрели до этого момента, я так понимаю, что смартфон вам интересен. Если вам он интересен, смотрите, первое, что вы должны посмотреть, это на лайв-канале у меня запись Твича, как он выдает в линию ту же фронталку. Второе, что вы должны посмотреть, это 10-минутный ролик, я одним кадром на него снимал, и, возможно, он уже на канале, на лайв-канале, чтобы посмотреть, как он в полевых условиях с данной прошивкой. Понятно, что он свеженький, новенький, с пылу с жару, все-таки отрабатывает на этом процессоре. Я еще раз повторяюсь, что данный смартфон я считаю венцом творения от Xiaomi. Вообще вся линейка Lite в плане съемки и стоимости. Понятно, что сейчас мы видим стоимость данного смарта космическую. Почему? Потому что курс космос. Но если посмотреть объективно, что было с 11 Lite, первая его, кстати, нормальная камера все-таки у Xiaomi, я считаю, в подобной ценовой категории у 12 Lite, у 13 Lite, и вот сейчас, скорее всего, это будет Xiaomi 14 Lite. Все поступательно развивается. Не хватает, да, 4К 60 FPS, но, возможно, они просто в эту линейку поставят в глобалке другой процессор, и мы увидим эти 4К 60 FPS. По фронталке дырка, она меня бесит, да, но я уже смирился, и они не первые, кто так делают. Привет тебе, Honor. Хотя многие меня могут поправить и сказать, что в Huawei Honor есть Face ID для таких-то дырок. И здесь Face ID нет. Зачем этот смартфон? Конечно же, больше он про внешний вид. Но в то же время, почему я так воодушевлен? Потому что все мои тесты, они, согласитесь, абсолютно извращенские. В плане того, что смартфон загибается одновременно, допустим, стримить в Твиче и играть при 90 FPS в PUBG на свеженьком смарте, который еще полностью на процессоре не оптимизирован. А он вывозил. А по большому счету, для меня лично, он выигрывает во всем и у всех со своей ценовой категории в плане съемки-плюс габариты. Девайсу от меня однозначная бесконечная да. Напишите в комментариях ваше отношение к подобному устройству. Мне кажется, если они клепают в подобном корпусе и не супер маленький, и не супер большой, значит это кому-то надо. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Огромное спасибо за просмотр, лайк, комментарий к видео двойное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. Диковинки — это всегда интересно.